Всем привет, с вами Unibase, и сегодня мы продолжаем играть Пологи. Это СНГшный городок от Vigrid Team, и я хочу посмотреть, как обычно, на геймплей за персонажей в рамках этого лора, без подробного показывания, рассказывания биографии и истории этих персонажей. Сегодня у нас будет игра за неблагополучную семью Сердюковых. Живут они вот в такой вот обычной панельке, которую мы уже видели буквально напротив, но у них типа менее благополучное как будто бы жилье из-за в основном Сердюковых в том числе. Эта семья состоит из сына и матери. У них биография такая, то что Юля родила Гришу непонятно от кого, она постоянно пьет, курит. Это еще связано с потерей ее сестры. У них есть еще бабушка, которая тоже живет в СНТ, которая очень любит Гришу. Ну, а Гриша как бы такой неблагополучный подросток, который мутит с Олей Мещерской, влюбился еще в свою училку и будет... Вот, начиная, как обычно, в понедельник утром и посмотрим, что будет происходить с этой семьей. Я не знаю, что Гриша такой счастливый, кстати говоря. Он работает судомойщиком, может быть, мы еще на его работу посмотрим. Пока что не знаю где, но предположу, что в пельменной, наверное. Господи. Она нигде не работает, она чисто бухает. Угу, отправляется в школу. Ну что ж. Тут и Оля еще выходит. Теперь понятно, как они познакомились в целом, помимо школы. Несмотря на то, что Гриша дошел до школы, я думаю, что в школу он сегодня не пойдет, а прогуляет. Давай только поприветствуем Олю. О, нет, она оказывается... Типа не в школе нужно. Все, прошла любовь. Ну ладно тогда. Не будем мы с собой брать этих баб. Пойдем одни. Думаю, то, что Гриша первым делом придет в свой любимый гараж, чтобы позаниматься своими любимыми делами. Гриш, тут наверняка будут какие-то заныканные сигареты. Собственно, чем еще можно будет позаниматься. Хочешь видеть меня? Сигареты есть, но нету зонта. Я промок насквозь, пока я ждал тебя. Вообще после таких интенсивных упражнений Григорию нужно будет отлить, и тут как раз за гаражами есть вот такой вот очень удобный кустик. И Гриша в этот момент заметит, что кто-то нарисовал граффити на его гараже. Ну и, конечно, его гараже нельзя рисовать, поэтому он будет отмывать и думать о том, кто же это был. А также он уже давно в соседнем заброшенном гараже заприметит вот такую-то разбитую машинку. Она здесь стоит, ржавеет и, конечно, никому уже давно-давно не нужна. Поэтому наверняка Гриш подумает, типа, почему бы ему не обзавестись машиной и не попробовать починить эту развалюшку. Но для этого придется перетащить в собственный гараж. А для этого придется найти кого-нибудь, кто бы согласился это сделать. Он как раз хочет завести новое знакомство. Но пока, размышляя об этом, конечно... время школьное подходит к концу. Нужно будет успеть сбегать домой. Наверняка вымыться, чтобы потом пойти на работу. Матери-то, в принципе, должно быть вообще все равно на то, ходит он в школу или не ходит. Ее это как-то не волнует. Да и самого Гришу на самом деле тоже, что о нем подумают. Юля, как всегда, готовит типичный хлебный обед, который только можно приготовить, и другого обычно в их доме не бывает. Ну, Гриш, собственно, тоже не против так пообедать. Все-таки этот день предстоит ему тяжелый и сложный, потому что это неприятная работа, которую приходится выполнять.
Что я там уже говорил про город депрессивных женщин? Собственно, еще одна женщина в копилку. Ну вот такой ливень, приходится идти на работу. Гриша работает вот в такой пельменной. И у него, собственно, тут подработка практически как у Марины, только он занимается всякой грязной работой, там моет посуду и все такое, но не принимает заказы. Подработка дурацкая, но деваться некуда. Нужно как-то зарабатывать. Ты так хочешь сказать, что не хочешь проиграть. Ты готов отдать все за эту встречу с ней. Ты готов. У себя они, конечно, вообще ничего не моют, а тут приходится драить всю кухню. Самая неприятная, конечно, часть всей этой работы — это отмывать и чинить грязные толчки. Потому что в пельмены они, конечно, перманентно засраны. Куришь как паровоз. Самое, конечно, лучшее в этой работе — это то, что это подработка, и можно пойти домой уже часов 6. Ну, конечно, прежде чем возвращаться домой, придется еще заехать на рынок для того, чтобы купить пиво для его маман. Потому что так бесполезно будет возвращаться. И он еще наверняка даже раскошелится, купит какую-то закуску, нормальную еду. Отдать все, что у тебя есть. Гриша уже предвкушает, как сейчас придет домой и будет наслаждаться собственной едой, которую купил. Мать тут в это время на кухне спокойненько чилит. Гриша сейчас ей похвастается, что наконец купил нормальную еду, а она, конечно, ждет только пивас. Но скажет, что он молодец. Молодец. Только еще бы починил бы мойку на кухне, и вода бы у них перестала течь к соседям, было бы вообще нормально. Идем сейчас постучим Оле и попросим с ней сходить вместе до школы. Гриша тут увидел то, что что-то, короче, с ней не так. Ну, типа, как-то она морозится. А в чем дело, он не понимает совсем. И нужно будет попробовать это выяснить. Пришли они в школу, и тут как раз в течение дня... Гриша, держи просто в руках. Гриша и хочет у Оли выяснить вообще, чего не так. Чего она такая капризная, как бы он сказал. Грише, конечно, нравится Кристина, их учительница, но по большому счету он, конечно, делает вид скорее, чем учится. Но ради ее занятий он может и походить. Тем более, когда здесь еще его любимая Оленька. И после занятия Кристина позовет Григория поговорить. Она сильно беспокоена его оценками, потому что у него 2, он пропускал занятия. И она считает, что ему нужно подтянуться бы. Разозлили мужика, разозлили.
Конечно, Кристина нравится Грише, но, наверное, не настолько, чтобы еще браться за голову и начинать учиться. Но ради нее, может быть, он что-нибудь им придумает. Пока что он ей расскажет какие-нибудь истории, о том, что у него много работы, и, не знаю, мать доставала из канавы вчера. Поэтому вот так вот получилось. Гриша, наверное, почувствует то, что Оля его немножко избегает. И не захотел садиться рядом. А то Лола пришла тут как тут. Господи, а где твои брови? Ты их сбрила, что ли? Кажется, Оля на диете, и даже салат ей нельзя, поэтому чисто ест воздух. Но с тобой полна утех и озарила мою жизнь, родная. Ты озарила тьму. Пока Гриша будет на работе, его мать захочет сходить выпить в свою любимую пивнуху. Это небольшая пивная около шаурмичной, которая собирается народ и выпивает по вечерам. Обычно тут много людей, но сейчас почему-то не так уж много, но хотя потихоньку все прибывают. И, конечно, Юля будет думать то, что давненько у нее что-то никого не было, никого мужика дома нет, все в разрухе, нужно кого-нибудь найти, поэтому она пошла сюда, чтобы еще и поискать кого-нибудь. Ой, собутыльники подходят, знакомые лица. Но Юля, кажется, что-то избегают. Мужики все уходят, куда только она садится. Давай познакомимся с этим Анатолием. Ну-ка выясним-ка с ним отношения. Ну, так себе. Окей, давай посмотрим, может тебе кто-нибудь да понравится здесь. О, дед понравился. Ага. Я тебя понимаю, но мы идем. Она хочет даже пригласить на свидание. Можем попробовать, кстати. Время еще детское, поэтому на пьяную голову-то, а чё нет? Давай-ка еще закажем выпить и попробуем его теперь пригласить на свидание. Вдруг он согласится. Ну вот, теперь окончательно охмелев, можно и приглашать. Ну-ка, что скажешь, чел? Он даже согласился, обалдеть. Ну давай охмурять теперь, что еще поделать. Ну все, пошла жара. Можно звать домой. Или нет? Рановато, кажется. Блин. В итоге Юлия вообще не помнила, как добралась домой, как легла в постель, что она вообще делала. Она лишь очнулась на полу в какой-то момент и начала страдать от похмелья. Гриша же вообще не надеялся, что его мать сегодня придет, поэтому в школу он даже и не собирался.
Гриша даже из школы решил с собой привезти приятеля. Интересно, вот куда ты идешь, Никита? А ты уверен, что ты здесь хочешь на мусорке читать, да? Нормально? У нас точно такое же кресло дома есть. Может, ты там почитаешь, нет? Домашку кинем где-нибудь в комнате. Ну, раз уж ты Никиту привел перед работой, то угости его пивом, почему бы нет. Нет, выпить пиво, нет, он схватился за жены вонючий, старый, который уже покусный Гришей сухарик. Слава богу, спасибо. И ушел. Обязательно нужно прийти в комнату к спящей женщине, сесть напротив и смотреть на нее, да? Что мы о тебе еще не знаем? Признавайся. С добрым утром. Срочно нужно похмел. Невозможно ничего делать. Извините, поменяю тут им расположение всех предметов, потому что не могут они никак подойти. Тут, оказывается, звонил их сосед с работы, Рябошапкин, и сказал то, что как будто бы у него собачка пропала. Если они ее увидят, то срочно ему перезвоните. Но у Гриши еще после работы полно дел. Нужно срочно выйти на эти дела. И пришел он, конечно, никуда иначе, как на рынок. Во-первых, потому что он хочет пригласить кого-нибудь в гости и купить всякое. Но я думаю, что тогда он должен приобрести себе на свои заработанные деньги телефон, чтобы приглашать кого-то. А во-вторых, у них появился вот такой вот замечательный отдел с цветами. И так как Оля все это время мозги ему делала, как он считает, то нужно как-то загладить вину, попробовать. Я думаю, что он сейчас купит ей какой-нибудь букетик. И может быть даже духи или... Хотя и журнал был бы тоже неплохо, чтобы как-то можно было ее умаслить и позвать на свидание, там все подарить. И сегодня ночью можно будет с ней куда-нибудь сходить. А еще попутно вспомним то, что нужно же все-таки найти еще одного другана для того, чтобы перетаскивать машину. Поэтому наверняка он познакомится с Федором, хотя они скорее знакомы. Но он попросит его помочь с этим нелегким делом, либо по-хорошему, либо по-плохому. Будешь тут выделываться, мы тебе в туалете мозги вправим. Сейчас мы, конечно же, позвоним Оленьке. Какая ты злая козюлина. Мать тут наклюкалась, он пришел и не дает ей спать. Так, она сейчас тебе в башке даст есть. Увидит, что ты собрался ночью убегать. Давай, пари на него, это что такое? Ругается еще. Все, выгоняй его из комнаты. Ходи, Гриш, по добру, по здорову. Ты спать ложись. Разбудили бедную несчастную. А Гриш теперь будет в итоге снаружи сидеть. Из дома его выгнали. Все, будет тут ждать Олю. Приехала. Просыпайся, за тобой тут драндулетик. Вот кто-кто, я думал, что Оля на лимузине прикатит. Но нет. Новодворская что-то тут после работы пришла. Жаловаться, наверное. Не достучалась. Как обычно, прибыли они вот в такой вот клуб «Сатурн», где уже тусили не раз. Давай для начала сделаем ей комплимент, скажем, как она хорошо сегодня выглядит. Можно попробовать пообниматься, она вроде как даже дается. Нормально. И после этого уже можно будет подарить все подарки. Вот, Оленька, это все тебе. Он теперь, конечно, разойдется и ущипнет ее. Такой рожей. Ей не понравится. Гриш, ну потому что нужно все постепенно делать.
Не так, чтобы сразу. Ты так хочешь убежать туда, где нет тоски, но там тебя никто не ждет. Я думаю, то, что тут самое главное, на чего хочет прийти Гриша, это прийти на то, чтобы потанцевать медляк с ней. Только рок-н-ролл тебя не подведет. Только О, no, блин. Какая она недоступная женщина. Да, конечно, на продолжение в таких заданиях даже рассчитывать не стоит. никто тебя не поймет. Ты расстроен, без работы вдруг уволили, и ни в чем тебе не везет. Только рок-н-ролл тебя не подведет. Ок, спасибо тебе за все, но могло бы быть и лучше. Ты понимаешь. Ну, спасибо, дура. Но в целом нам и так пора. Поэтому грустно, пойдем домой. Все, вернулись по разным углам, разошлись. Валерий тут ходит. Интересно, нашел на своего питомца или нет? А Гриша грустный, не выспавшийся, обязан сейчас будет пойти в школу. Просыпайся, Соня. Нужно навестить, наверное, мать. Давно ты ее не видела. Но сначала покурим. Довольная, что капец, конечно. Что-то хозяйка квартиры хочет поговорить. Стоит тут, поджидает. Так, подумала, что никого нет дома, пошла. Ну и отлично. Это ты так лужу вытираешь, да? Или холодильник моешь? Нетривиальные способы. Да, правильно, еще окна нужно заодно помыть. Нет, все-таки она нас настигла. Че, ругаться будешь? Ага, воняет безобразием. А нам даже после задания никакого цветочка не оставили, нет, ничего такого. Мы еще не завтракали. Где пиво? Идем, наверное, сначала тогда в пивнушку, а потом уже и с матерью встретимся. Кошмар. Пришли мы позавтракать. Идем тогда заодно телек посмотрим и поедим, попьем. Сидор. Ничего не знает Сидор. Юля еще заметит то, что по городу все больше и больше шляются странных людей в мантиях. И их как будто бы в последнее время даже стало больше, чем до этого. Но почему они, к чему они, она не поймет. Ну-ка, поищи-ка пару. Может, тебе кто-нибудь еще понравится? Петр Булдыгин. Окей, может быть. Мать познакомит. Приехали мы к матери. Вот такой вот у нее маленький домик. Кошка тут под стулом шарахается. Вообще кошек здесь, конечно, полно. Они на каждом шагу. Больше одна другой засогнала с кресла. Ну что, мать, расскажешь? Готовь еду. Чё села? Они, конечно, не друзья, но в таких, ну, типа нормальных отношениях. Юлия, конечно, испытывает какую-то вину, а любовь ее тоже винит как-то внутри. И вот это вот сохранится напряжение жизни. Плюс еще она такая, типа, непутевая. Вот, собственно, и исходят их все отношения из этого. Приготовил дочке супчик вкусный, бабушке на уху. Кушай, кушай, да-да. Очень мило и уютно вот так вот кушать супчик, пока у тебя за окном дождик идет. Вот кошечки, ковричек и доченька.
Конечно, любовь больше всего будет интересовать то, как поживает ее любимый внучок Гришенька. Вот. И Юля ей, конечно, расскажет. И она наверняка предложит взять суп с собой. Ну, наверное, ее любимые пирожки. Но будем считать, что горячие бутерброды и пирожки она сейчас в дорожку сделает. Или, может быть, даже лучше, она сейчас приготовит целый ягодный пирог для Гришеньки. Ну и, конечно, скажет, чтобы он сам приезжал ее навестить. Бабка, у тебя сейчас пирог сгорит. Иди быстрее доставай. Безобразие какое. Что такое началось? Себе один кусочек отложили, а все остальное отдадим, чтобы передали Гришеньке. И все, теперь можно отправляться домой. А Гриша тут в это время напился пива и уснул. Вот так вот. Какие ему тут пироги. Да, трэш. Ну ладно, пускай сыночка корзиночка досыпает, завтра поест свой пирог. Здравствуйте, с добрым утром. И грязно улегся на постель. Ладно. Блин, теперь тоже хлопьев захотелось. Просыпайся, лодырь. Хорошо то, что сегодня у Гриши нету работы, потому что у него, как всегда, конечно, сегодня куча важных дел, и особенно с этими двумя. Нуля. Куда уходите от меня? У меня еще на вас планы на сегодня вообще-то. С Лолой что-то тут общается. Но ты не хочешь пить со мной. Дождь идет, но я не иду домой. Ну и, конечно, как же не на физкультуре у Гриши опять заиграют шарики за ролики, он пойдет издеваться над бедным Арсением за то, что у него форма не такая, и выглядит он не так, и мяч кидает криво, и в общем все на свете. Но нету зонта, я промок насквозь пока. Ну и, конечно, они наконец-то придут в гаражи, что-то решать с этой колымагой. Наверняка можно что-нибудь придумать, поставить ее там на какие-нибудь колесики или типа того. Она, конечно, выглядит неподъемная. Я думаю, в любом случае Гриша бы что-нибудь придумал с тем, как ее загнать вообще и куда, и они бы начали ремонт.
alibi. I'm a different sound, I'm a like a jacket, oh, I'm a take, whoa, right, come on, mo, I'm a doco, bro, as I'm a no kind of local check along my life. Thanks for the backside, sweeter than tamarind. More old and the falls ain't gonna fade. Thanks for the backside, sweeter than tamarind. More old and the falls ain't gonna fade. For me, gonna push on the finance. I wanna it ring. I sort of fall the way to play pay. For me, gonna push on the finance. I wanna it ring. I sort of fall. Ну, короче говоря, провозились они так до вечера с машиной, и что-то у них да получилось. Юлия тут, видимо, на чувство вины начинает вычищать все поверхности, потому что она забыла убрать пирог, и он протух. Конечно, чувство вины Юлия никогда не признается, то, что это, она виновата в том, что на самом деле не уберегла пирог для Гриши, который ему подарил бабушка. И поэтому начнет срываться на нем, сказав, что вот, вчера он заснул, и в итоге пирог испортился. Конечно, это Гриша виноват. И теперь ешь вот эту вот гадость протухшую. Поэтому приходится травиться. Но что-то у меня ощущение, что у него какой-то железный желудок. Ему вообще все равно. Поэтому сожрет и так. Наступили выходные, и несмотря на то, что Гриша не учится в эти дни, он все-таки работает в эти дни, и, к сожалению, тут придется как-то комбинировать. Но его глобальный план пока что заключается в том, чтобы все-таки встретиться с его любимой Олечкой, потому что их последнее свидание прошло отстойно. Она стала еще хуже, по-моему, к нему относиться, чем до этого. И в итоге он хочет как-то загладить вину и вообще что-то с этим сделать. Поэтому придется как-то совмещать и что-то сделать. Наверное, он что-нибудь придумает, какое-нибудь свидание соорудить. Может, после работы, потому что утром как-то странно. И, наверное, тогда они в воскресенье увидятся. Ну, а пока утро, в целом можно сходить и в качалку будет. Как раз он хочет познакомиться с кем-нибудь новеньким. А мать тут пускай тусит. Собственно, эта качалка находится в тайном месте от любимой пивнушки его матери. Ну, а если быть точнее, то она находится в задней части этой пивнухи. И тут как раз есть несколько тренажеров, на которых можно позаниматься. И еще какие-то постеры с неголыми женщинами висят. Надеюсь, что кто-нибудь придет не только в пивнуху в итоге, но и в тренажерку, в качалку. Вообще сюда, конечно, можно было позвать бы этих пацанов, его новых друзей. Но я думаю, что они больше по принуждению, чем по разумению. Хотя бы еще кто-нибудь к нам присоединится. Гриш уже через час на работу, но можно спросить, кто же ты, воин? А ничего тут факт, что я раньше сюда пришел. Все, драка на фоне того, что он воняет. Иди помойся. Ну а вот сейчас пойдем помоемся. Что тут за возмущение? Все равно на работу скоро. Ну а пока Гриша будет работать, я думаю, что Юлия сходит тоже по своим делам.
Да, конечно, она всячески избегала это место на протяжении всего времени, но сейчас, уже порядочно клюкавшись к середине дня, она сюда все-таки решила прийти. Конечно же, в порыве каких-то чувств и с бутылочкой пива расположиться на месте, которое оставили детишки. Это тот самый затопленный карьер, в котором погибла ее сестра-близнец, наверное, насколько я понял, и о котором навсегда бы хотел забыть Юлия. Глядя на все это, она просто думает, могла ли ее судьба, например, сложиться иначе. Или все-таки все было предрешено. Каким могли бы они вырасти? Любила бы ее мать больше, если бы этого не произошло. И все в таком духе. Ну и, конечно, подобные пьяные шатания ее могли привести только в одно место. Собственно, где все это уже и закончилось. На кладбище, конечно же. Здесь покоится ее сестра. Просто интересно, о чем сейчас думает Юлия, глядя на могилу своей сестры? Может быть, она думает о том, как ей жаль, и как этого не должно было случиться. А может быть, она думает, что хорошо то, что там лежу не я. В конце концов, собираясь уже уйти домой, Юлия внезапно увидела нечто странное. Возможно, это белая горячка, а возможно и действительно грустные призраки, которые блуждают по этому кладбищу. Тем не менее, Юля вообще не запомнила, как, когда, в каком виде она пришла домой. И была ли она на кладбище на самом деле? Видела ли она там призраков? Или все это было какое-то смутное, пьяное видение? Но оказаться дома и не помнить, что она делала, было уже для нее привычным. Но Гриша, собственно, тоже всю ночь мотался непонятно где. Но его отсутствие вообще никто даже не заметил бы. Блин, наверное, зря я нахваливал желудок, он все-таки отравился этим пирогом. Не нужно было его есть. Ну что ж. Любовник звонит. Да, конечно, может. У нее нервный срыв. Подождите немного.
При этом он еще так не кстати покрылся прыщами перед свиданием с Олечкой. А это просто отстой. Приоделся он и вообще думает, что надеть, что взять. Нужно будет, наверное, ей еще какой-нибудь подарочек купить, как обычно. Правда, с деньгами у них сейчас не очень то чтобы хорошо. Господи, а у кого-то тут жесткие похмелья. Кошмар. Нужно срочно похмелиться. Ну, конечно, в таком костюмчике не походишь по городу, нужно переодеться в что-то более комфортное и отправиться за подарками. И вот мы снова здесь, прибыли на автобусе, идем срочно покупать какие-нибудь розу в целлофане, наверное. Что он еще может купить? И вот он еще захотел купить украшения, ну, можно попробовать что-нибудь подобрать. А он наверняка и захочет купить какое-нибудь кольцо с таким намеком. Думаю, что да. Попал в беду, тебя в живот ударил камелот. Все, теперь идем домой, чтобы успеть и на работу, и после этого назначить свидание. Гриша приехал с работы, и самое время подготовиться к свиданию. Я думаю, он ей сейчас что-нибудь скажет по типу «подходи туда-то, это будет какой-то сюрприз, а я тебя заберу и отведу». И они там условно хотят встретиться, не знаю, около гаражей. Типа того. Ну что, пойдем, красавчик. Не так. Будешь сейчас. Первый раз бронировать столик в ресторанчике. А после бронирования можно будет и Олю забрать и отвезти ее с закрытыми глазами. Все будет так романтично. Гриша прибыл в ресторан Прага, он, наверное, в первый раз вообще в таком месте. Поэтому он абсолютно не знает, как тут что должно быть, и хочет, чтобы все было по красоте. Поэтому, конечно, он захочет узнать обо всем лично. Я думаю, что он сейчас будет с такой недовольной рожей узнавать все у ресторатора, что тут должно быть. Можно ли заказать самый лучший столик, конечно же. И, безусловно, при этом всем он еще не будет скупиться на чаевые, чтобы им выделили стол. Попросит ему показать какие-нибудь вип-зоны. И тут внезапно одним глазком он увидит кое-что. Кое-что, что его, конечно же, не обрадует. Конечно, увидит Олю с Рогозиным, которые тут уже в ресторане. Естественно, это не выглядит как обычный вечер с другом, что его, безусловно, взбесит, потому что его любимый окажется, ну, как бы в объятиях другого, но я бы сказал, что еще пока что доказательств маловато. Но Гриша уже, конечно же, все решит. И его гневу, конечно, теперь вообще не будет предела. Потому что как же так, моя любовь в чужих объятиях? И он решил, конечно, не врываться туда и не устраивать громкую сцену, но посчитал то, что так он это все не оставит. Собственно, так и прошла эта неделя у Сердюковых. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. А я с вами не прощаюсь и до новых встреч. Хочу быть рядом, хочу быть рядом, хочу быть рядом.
рядом с тобой. Хочу быть рядом, хочу быть рядом, хочу быть рядом с тобой.